И опять про деньги. Сколько можно по этому поводу говорить? Я прямо чувствую на себе ваш сарказм в отношении этого вопроса. Про них уже вроде бы все говорено, переговорено много раз. А их как не было, так и нет. Сколько бы ни рассказывали нам различные умники с различных каналов. Как говорится, сколько не повторяй слово сахар, а во рту слаще не станет. И я сам очень долгое время пребывал в разных состояниях. То деньги текут рекой, то вдруг этот поток иссякает. И вот что я в конце концов обнаружил и причину, почему этого так происходит, я сегодня расскажу вам в этом видео. Я хочу вам рассказать, что такое обмен, какие виды обмена бывают и как они влияют на благосостояние и тонкости применения, которые в большей степени влияют на результат. Так что смотрите видео до конца, и у вас будет еще один инструмент, который пригодится вам в вашей жизни. Вы на канале Фамильон, я Култышев Сергей, и здесь я делюсь только проверенными и неизменно дающими хорошие результаты инструментами управления бизнесом и правилами комфортной жизни. Деньги – это очень горячая тема, которая не дает покоя, а иногда и жизнь многим людям. Мы порой недоумеваем, что большинству людей приходится очень много трудиться для того, чтобы заработать на достаточно скромный уровень жизни, а некоторым людям они текут рекой сами по себе. Если мы обратимся к различным источникам, то можно найти очень много разной информации, как их зарабатывать, куда их вкладывать, как вести им учет и даже как притягивать себе деньги какими-то магическими способами. Там как много полезной информации, так и много разной мишуры и откровенного мусора. А самое главное, как во всем этом разобраться и найти ту крупицу золота в ящике песка, которая заблестит по-настоящему и принесет пользу. Мы все в своей жизни получаем большое количество знаний, но проблема в том, что сами по себе знания бесполезны. Поэтому пока ты не научишься применять полученные знания в своей жизни, не увидишь, как они работают и как можно получить результат, ты не сможешь дать им правильную оценку и не поймешь, что с ними нужно делать и в какой последовательности их использовать, чтобы не жалеть о потраченном времени впустую. Так что же используют в своей деятельности люди, которым деньги текут рекой сами по себе? Работая консультантом, мне приходится иметь дело с очень разными людьми. Я много наблюдал за их делами, поведением и отношением к другим людям. И могу с уверенностью сказать, что позитивные, которых по-настоящему интересуют другие люди, живут насыщенной и интересной жизнью. Да и деньги они зарабатывают с легкостью. Проанализировав, что они используют в своей жизни, я обнаружил один важный принцип, которым хочу с вами поделиться, который помогает завоевать к себе расположение других людей и зарабатывать деньги с большей легкостью. И это вопрос обмена. Я уже рассказывал вот в этом видео, которое появляется на экране, которое называется «Богатые и бедные. В чем разница?», что такое продукт, который мы можем продать и почему люди за него захотят заплатить вам свои деньги. И там есть очень важный момент, что этот продукт должен иметь определенную ценность для людей и решать их жизненные задачи и проблемы. А теперь давайте посмотрим на то, за счет чего можно сделать его более ценным и добиться большего расположения к себе людей. Так что же такое обмен? Обмен – это когда мы что-то отдаем другим людям и ожидаем взамен что-то получить нужное или полезное для нас. Но в обществе мы можем наблюдать разные виды обмена. И давайте рассмотрим, какие виды обмена бывают и как они влияют на благосостояние и жизнь людей в целом. Можно выделить 4 типа обмена. Первый вид обмена – когда мы что-то отдаем, а взамен ничего не получаем. Такой вид обмена можно назвать криминальным, которым пользуются в основном преступники. В качестве примеров в обществе мы можем наблюдать, что так поступают компании, которые организуют, например, финансовые пирамиды, или телефонные мошенники, которые вводят в заблуждение в основном пожилых людей. Они нацелены на тех людей, у кого сильно рассеяно внимание, и обманным путем пытаются выведать у них реквизиты платежных карт или принуждают их перевести деньги на их счет, вызывая беспокойство у доверчивых и несведущих людей. Человек, который попадает в такой вид обмена, чувствует себя обманутым. Это сильно подавляет его, так как он еще и себя обвиняет в таком промахе. Второй вид обмена можно назвать неравноценным, когда мы что-то отдаем, а взамен получаем не то, что ожидали. Думаю, каждый в своей жизни сталкивался с подобной ситуацией. Когда, например, в интернете вы видите рекламу красивого товара и привлекательное его описание потребительских качеств. Но когда мы его приобретаем, то товар оказывается совсем не того качества, да и внешний вид желает быть лучше.
Или когда мы оплачиваем путевку на курорт в надежде хорошо отдохнуть и набраться свежих сил. А в итоге отель оказывается не того уровня, что нам рассказывали, или сама дорога в отпуск и домой лишает нас последних сил. При этом мы чувствуем, что что-то упустили, не разобрались полностью, а просто поверили на слово и в итоге начинаем меньше доверять людям в целом. Третий вид обмена можно назвать равноценным. И это, можно сказать, еще честный обмен с точки зрения закона и деловой практики. Мы заказываем себе еду в ресторане, и она вкусная, как в рекламных буклетах. Более того, пока ее доставляли, она еще не успела остыть и не потеряла свою свежесть. Или вы оплачиваете в магазине сложную громоздкую технику, например, стиральную машину. Вам ее привозят в оговоренное время, а не в течение дня. Вы остаетесь довольны покупкой и будете советовать этот магазин своим знакомым. Четвертый вид обмена можно назвать обмен с превышением. И он является необычным явлением в нашем обществе. Это когда мы взамен получаем больше того, чем мы ожидали. Это не значит, что нам дают вдвое больше товара, чем мы заплатили, или предоставляют бесплатно какие-то услуги. Это значит, что нам предоставили нечто более ценное, чем те деньги, которые мы отдали за него. Например, когда я жил на Востоке, то там на базаре было принято давать продуктов больше, чем ты за них заплатил. А когда я приехал в Прибалтику, то там сдачу давали до копейки и взвешивали все до грамма. И это поначалу казалось как-то непривычно и даже расстраивало, хотя это был просто равноценный обмен. Когда мы покупаем что-то в магазине и нам неожиданно дают какой-то подарок, пусть даже небольшой, то нам становится очень приятно. Китайцы вовсю применяют такой подход в своей торговле через интернет. Если вы когда-нибудь что-либо покупали через AliExpress, то могли заметить, что он всегда положит какой-то небольшой подарок. Это вызывает положительные эмоции у людей, и все больше и больше людей пользуются услугами этой торговой площадки. И в этом есть один большой секрет. Когда человек получает больше, чем он отдал, то он начинает чувствовать себя обязанным. И как следствие возвращается к таким людям за покупками или услугами, а также с большим интересом рекомендует их своим знакомым. Вы можете мне не поверить, но доход организации и ваш личный доход будет зависеть от того, какой из 4 видов обмена, приведенных выше, вы будете использовать при работе с другими людьми. Если использовать обмен первого типа, то доход быстро заканчивается, и мошенникам приходится постоянно придумывать все новые и новые уловки для поддержания своей деятельности. А зачастую, или даже можно сказать без исключения, такие люди и организации терпят крах и в конце концов постигает наказание. Хотя иногда по телевизору и в кинофильмах нам пытаются показать красивую жизнь таких людей. Но кем бы они ни были, грабителями, мошенниками из корпораций или правительств, они всегда плохо заканчивают. Конечно, мы иногда видим, что такие организации существуют достаточно долго. И чем больше такая группа, тем дольше она будет разваливаться. Но она точно развалится. И тому есть много разных подтверждений. Таких, например, как МММ или Логоваз. Даже такая страна, как СССР, закончила плачевно, так как практически превратила простых людей в бесплатную рабочую силу. Кто только берет и ничего взамен не дает, в любом деле очень быстро закончит полным крахом. Второй вид неполноценный обмен может поддерживать группу или отдельного человека на плаву ограниченное время. В конечном итоге это все равно обратится к болезненной потере статуса или должности и как следствие дохода. Когда человек ощущает, что он недополучает в соответствии со своим вкладом в какую-то деятельность, то у него опускаются руки, у него пропадает желание работать, он чувствует себя обманутым, и у него появляется инстинктивное желание восстановить равновесие в обмене. Так у людей теряются надежды на справедливость, и они начинают постепенно отходить от правильных принципов и допускать, что такое отношение возможно. И такой подход ведет к деградации общества. Есть даже ряд стран в мире, которые используют подобный подход в отношении мирового сообщества. Они постоянно получают какие-то дотации, но даже и не пытаются платить по своим обязательствам. И такой подход является причиной инфляции из-за того, что нужно постоянно печатать деньги, которые не будут подтверждены никаким материальным производством. Третий вид эквивалентного обмена приводит к достаточно стабильному прогрессу. Он считается честным, социально приемлемым и полностью соответствует закону. Однако такой вид не гарантирует ни расширения, ни развития организации, ни благополучия отдельного человека.
Этого, конечно, достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно. Однако есть такой закон. Все, что не улучшается, неизбежно начнет ухудшаться. Когда мы предоставляем равноценный обмен, то люди к этому быстро привыкают и забывают то, по какой причине они стали покупать у нас ту или иную продукцию. Им становится скучно, и они начинают искать что-то новенькое или интересное, чтобы разнообразить свою жизнь. Так мы теряем клиентов и, соответственно, доход. И это нужно обязательно помнить и учитывать в своей деятельности или в отношениях с другими людьми. Четвертый вид обмена является предпочтительным. Старайтесь предоставлять людям продукт лучшего качества, чем они от вас ожидают. Проявите больше заботы при обслуживании клиентов. Уделите им больше времени, и они обязательно это оценят. Я уже вам рассказывал о восточных базарах, и у меня складывается впечатление, что это вообще характерно для восточных стран, таких, например, как Средняя Азия, Китай, Япония или тому подобных. Предоставляйте и, конечно, получайте оплату, но предоставляйте продукт лучшего качества, чем было сказано, и в большем объеме. Если вы пишете статьи для ваших клиентов или разрабатываете дизайн, то всегда старайтесь сделать это как можно лучше. Всегда старайтесь сделать что-то лучше, чем было заказано. Этот четвертый тип далеко не всегда используется в бизнесе, но тем не менее это ключ к расширению и большому успеху. Он имеет одинаковую силу, как для организации, так и для сотрудника или отдельного человека. Что касается организации, то есть еще один очень интересный фактор, который определяет, какой из этих четырех типов обмена можно будет применить. Если такой подход будет исходить только от руководителей, то это не сработает и сотрудники не станут этого делать. А когда такая инициатива исходит от самих сотрудников, то его обязательно будут применять. Ведь то, что решил человек сам делать, является для него руководством к действию. Или пример какого-то коллеги по работе может оказать на него большее воздействие и влияние, чем требования руководства. Таким образом, выбирая для себя один из этих четырех видов обмена, вы фактически выбираете для себя уровень дохода и уровень вашего благосостояния. Вы выбираете путь развития или сокращения. Если вы будете использовать только четвертый вид обмена, то у вас всегда дела будут идти хорошо, и клиенты ваши всегда будут довольны. Но есть некоторые подводные камни при использовании четвертого вида обмена. Мы часто видим, что некоторые компании прибегают к различным подаркам, бонусам, акциям или розыгрышам. Но если эти принципы используются бездумно, механически, не разобравшись в том, как люди могут реагировать на такой подход, то можно потерпеть полное фиаско и решить, что это не работает. Помните о том, что люди склонны привыкать к тому, что они получают. И когда вы на постоянной основе предлагаете людям больше, чем это стоит, то они начинают считать это нормой. То есть это превращается в равноценный обмен. Но когда вы перестаете дарить им подарки, то они начинают чувствовать, что они что-то недополучили. Они думают, что их обделили или даже обманули. Они, конечно, могут сначала подумать, что это не компания их обманывает, а просто продавцы стали прикарманивать себе предназначенные для них сюрпризы. Но это не меняет дело. Итак, вы можете из обмена с превышением, перейдя просто к равноценному обмену, попасть по-настоящему в неравноценный обмен, сами даже этого не заметив. И вы будете ломать себе голову, что произошло и почему вдруг клиенты стали распространять о вас и о вашей компании негативные отзывы. Поэтому, если вы решили использовать в своей деятельности четвертый вид обмена, хорошенько продумайте, что для вас клиентов будет сюрпризом, от чего они придут в восторг и останутся вашими приверженцами. А также продумайте заранее, как вы будете менять ваши сюрпризы в будущем, чтобы вам не пришлось делать это на ходу и не совершать грубых ошибок. Важно еще учитывать один факт. Обмен с превышением – это не то, что вы сами можете посчитать как таковым, а это то, что посчитает сам клиент. И для этого нужно, конечно, больше интересоваться людьми, не только что они хотят у вас купить, но и их жизни в целом. Хотя для подавляющего большинства продавцов это очень трудная задача. Им легче рассказывать о продукции, чем что-либо спрашивать у людей. И здесь могут помочь только тренировки. Как быстро чему-то научить и натренировать сотрудников, я подробно рассказываю в этом видео, которое сейчас появляется на экране. Вот вам очень простой и банальный пример того, что я говорю. Вы приходите на день рождения к ребенку, ваших друзей или родственников. Вы приготовили шикарный подарок, по вашему мнению, супер красивые и дорогие ботиночки для ребенка. Родители в восторге, одной проблемы у них будет меньше, да и другие гости тоже оценили этот подарок по достоинству. Но вот незадача. Ребенок плачет и спрашивает вас,
А где подарок? Вы, конечно, в недоумении. А ребенок ждал игрушку, которую родители ему сами купить не могут или не собираются, и у него была одна последняя надежда на его день рождения. И чтобы вам эти принципы обмена стали еще более очевидными, я предлагаю вам выполнить следующее упражнение. Первое. Вспомните несколько случаев из своей жизни, когда или вы сами оставались недовольны покупкой или услугой, или ваши клиенты. И запишите для себя эти случаи. Второе. Посмотрите с точки зрения обмена, какой это был обмен и почему он был таковым, и запишите ваши выводы. Третье. Придумайте или напишите, что нужно было бы изменить в этой ситуации, чтобы вы или ваш клиент остались довольны. И четвертое. А теперь продумайте, что вы можете сделать для ваших клиентов, какие дополнительные услуги вы могли бы им предоставить, чтобы поднять ценность того, что вы для них делаете. Если вы захотите основательно разобраться в этом вопросе, проработайте то, что мы с вами разобрали в данном видео, и успех вам будет гарантирован. Ваш доход однозначно будет расти, а ваша жизнь станет комфортнее. Желаю всем процветания и преуспевания. Данные об обмене я взял из работы Рона Хаббарда.